принято считать, что люди творческих профессий более ветреные и ненадежные в отношениях. Якобы в среде художественной, креативной измена вообще не является чем-то из ряда вон выходящим. Может, так оно и есть. А может, все дело в том, что люди, обремененные публичностью, находятся под постоянным пристальным вниманием. Ведь не будь Клинтон президентом, узнал бы мир что-нибудь о его шалостях с Моникой Левински? Ну, конечно, нет. Это было бы просто никому не интересно. Так может, все дело не в распущенности творческих или известных людей, а в том, что все их поступки рассматриваются внимательно и с пристрастием? Обратимся к сегодняшней истории. Элеонора, расскажите, что беспокоит вас и почему решили обратиться к нам? Меня очень сильно беспокоит судьба моего сына. Дело в том, что он год назад женился на девушке из провинции. Она приехала очень издалека, из какой-то глухой деревни, и сама по себе она очень такая меркантильная, понимаете, очень материально заинтересованная, как по ней видно. И я подозреваю, что вообще она замуж за моего сына вышла не по любви. Ее зовут Александра. Вот, например, привел он ее в гости к нам, да, в квартиру. Ее сразу интересуют цены, что мы, почем купили, сколько стоит эта мебель, сколько стоит та мебель. То есть вопросы у нее чисто материальные такие. Ну, провинциальность, знаете ли, не порок, может быть, она просто такой человек. Я уверена, что многие девушки из провинции приезжают, чтобы в Москве зацепиться. Мой сын оказался идеальным вариантом. Он по натуре добрый. Вот, она увидела такого доброго простачка, познакомилась с ним, да, закрутила роман, и он на ней через год женился. Все очень просто. В Москве, чтобы жить, нужно иметь жилье нормальное, да, и питание. Все. Эта девочка увидела, что здесь, в нашей семье, она это получит. Но все, я была бы не против. Не подумайте, что я враг любой невестки. Нет. Я просто считаю, что именно эта девушка, она ему не пара. Потому что она очень материально заинтересована и сына моего не любит. Я в этом уверена. Я не удивлюсь, если она даже ему изменяет. Вот в этом мое подозрение есть. Но есть подозрение еще хуже. Ну-ка. Я считаю, что Саша, она вообще по натуре своей похожа на наркоманку. Потому что модель моделью, она, кстати, моделью работает, как и мой сын. Сын мой сейчас за границей, не может решать эти все дела, у него контракт. Вот. А я подозреваю, что на квартире, где они живут, это, кстати, квартира в наследство досталась от моей матери, они там живут, что там что-то неладное все-таки происходит. Может быть, какие-то конкретные факты у вас есть? Нет, Вы видели, конкретных что фактов нет. Но она иногда ведет себя странно. Вы знаете, когда мой сын еще здесь был, я иногда прихожу к ним в гости. Вот, и прихожу, как всегда, на кухне мы садимся, общаемся с Максимом, а Александра не выходит. Просто поздороваться. Я спрашиваю: Максим, где Саша? Она отдыхает. Понимаете, отдыхает в комнате своей 2 часа. В течение 2 часов она ни разу не вышла, не поздоровалась со мной. Ну, вас это задевает. Меня это задевает, меня это вот в чем задевает. Так поступают наркоманы, понимаете? Я слышала, что они могут подолгу находиться в комнате, не выходить. То ли они там ширнулись, то ли они там чего-то нанюхались. И вот они в своей эйфории там сидят 2 часа, отходят. У меня такое подозрение. Ну, мне было бы абсолютно, наплевать мне было бы на нее, если бы она моего сына не втянула туда. Вы понимаете? Мало того, что она его не любит абсолютно, я уверена, что изменяет. Я почему к вам и обращаюсь? Я хочу точно знать конкретно, если она изменяет, то с кем, и наркоманка она или нет. Вот эти 2 вопроса меня крайне интересуют. Я переживаю за судьбу своего сына. Понятно. Смотрите, Элеонор, мы готовы вам помочь. Нам понадобится установить в квартире камеры скрытого наблюдения. Для этого нам нужен доступ туда без участия Александры, вашей Конечно, невестки. без вопросов. Ключи
у меня есть, я вам их даю. Отлично. Александру я постараюсь как-нибудь выманить из дома на разговор или еще как-нибудь. Сообщу вам, вы приедете, поставите свои камеры, все сделайте, что надо. Договорились. Тогда будем на связи. Раньше времени не переживайте, не беспокойтесь. Может быть, всему есть какое-то простое объяснение. Сомневаюсь, но благодарю вас. На связи. На связи. Все, я пошла. Давай, удачи. Детективы устанавливают наблюдение в квартире Максима и Александры. Девушка занимается повседневными делами, пока ничего подозрительного не происходит. В один из дней Александра болтает по телефону с подружкой. Алушки? Чего? А что тебе? Ну ты глаза. Ой, видала. Помнишь, Данилу в прошлый раз виделись вместе? Да, он из армейки вернулся. Потом еще хер торчал, такой нераздоровый. Ну сама чмошница, я тебе говорю. Нет, красивый, конечно. Но я с ним не списывалась сегодня, вчера писал. Надо бы встретиться. Без тебя, наверное. Блин, на самом деле, таких волос вообще никогда не видела, такие шикарные, намного длиннее, чем у меня, не знаю, вот вместе будем смотреться, нет. Девушка у него есть, ты знаешь? Ну, один раз не считаются. Один раз не пидорас. Блин, это не типа чтобы измена, что ли, нет. Встретиться с кем-то. Слушай, ладно, мне нужно будет разбираться с хламом. А как с ним встретиться, я тебе отпишу, ладно? Давай. Пока-пока. Смотри, интересный довольно разговор, достаточно фривольный. Да. С подружкой, видимо, да? Ну, конечно, это такой девчачий классический разговор, назовем его так. Но можно ли считать это каким-то намеком на измену? Парень Данила, я так понял? Нет, во-первых, так можно обсуждать, честно говоря, практически кого угодно. А во-вторых, давай посмотрим. Если что-то с ним есть, то мы его увидим. В любом случае. Согласен. Александра наговаривает кому-то голосовое сообщение. Привет. Слушай, ты мне там говорил, что у вас есть вакансия, можно там как бы пристроиться. Сейчас это не помешает. Ты все разрулишь, но молчишь. Просто если ты как бы нет, то нет, чтобы я не надеялась. А если да, то напиши, как освободишься, и я буду ждать. Давай. Понятно, что девушка ищет работу. Вечером Александра созванивается с Максимом. Алло, приветик. Как там? Что, деньги-то у тебя есть еще? Ну супер, вымер, это перечислить, если что. Заразный там, не заразный? Вдруг там с зомбаком приедешь, а тут такой не нужен. Ну нет, да нормально все. Тихо, тебя ждем.
Да не, мне тоже скучно. Без тебя-то как? Я ожирела. А вы тоже, наверное, да? А работа как еще есть на съемке? Ну супер тогда. Ну давай я с тобой распрощаюсь, Максимка. Ну давай там ешь. Давай, зайка, давай. Пока-пока. Слушай, ну вон они как отлично общаются с Максом. Прям все у них в порядке. Может, это просто теща? Свекровь. Свекровь. У меня всегда с этим сложно было. В общем, свекровь просто вот, я не знаю, личная неприязнь. Может быть, у ребят вообще все в порядке. Может Она быть. лезет в их отношения зря. В один из дней в гости к Александре приходит парень. Здравствуй. Как твои дела? Закроем все, молодец. Давай, разувайся. Сейчас прям типа, очень сложное положение. На самом деле, Шахир знает, как пропуск делать. Ой, да, согласен с тобой. Такое себе, конечно. Слушай, скажи честно, вот я толще стала, да? Ну, слушай, мне кажется, нет. По-моему, ты шикарно выглядишь. Слушай, я даже носки сама связала, да? О, слушай, нас спас, ты вообще умница прям. И чего? О, ты ноги побрил, что ли? Да. Ну. Ну. Слушай, а я уже, наверное, неделю, вот две, знаешь, все к сне, я не брею. Ой, бедная. У меня просто съемки были не так давно, поэтому мне там пришлось, съемки нежные боя были. Вот. Почему я не позвал? Там мужчины нужны были. Ты что, ты же знаешь, я тебя всегда зову, когда ты нужна. А что, мужчине я больше не нужна? Мужчина ты нужна. Но там, где нужны мужчины, ты не нужна. А что так светятся ногти? Просто... Накрасился, что ли? Нет, просто солнце. Накрасился. Это не стыдно, на самом Мужчины деле. иначе тоже красят ногти, это нормально. Абсолютно. Я полностью, да. Ладно, буду рад тебя видеть. Очень вкусный чай. Ну, прибыли, что у нас страница. Пока я вокруг не Все, плюю. все, давай, пока. Ой, счастливо, жопа слива. Ну что, неделю мы уже наблюдаем за Александрой, никаких подозрительных движений она не совершает. Может, нам стоит прекратить все это расследование, как думаешь? Нам стоит сначала Элеонору спросить об этом. Согласен, Тревожная согласен. она женщина, знаешь ли. Сейчас Есть немного. не уверена, что она готова. Звоню ей, да? Да, давай. Элеонора, Здравствуйте. добрый день. Это Катя Да, Гриша. Да, я вас слушаю. Но у нас на самом деле к вам скорее хорошие новости. Дело в том, что мы уже довольно долго следили за Сашей, и что касается наркотиков, там нет никаких причин ее подозревать, потому что по всем признакам ничего она не употребляет. Ну и что касается общения с мужчинами, тоже ничего лишнего она себе не позволяет, поэтому мы хотели спросить у вас, стоит ли нам дальше следить, может быть, прекратить все это? Да, вы знаете, я бы вас попросила еще последить немного, хотя бы еще несколько дней. Мне кажется, там что-то нечисто. Вы это чувствуете, да? Да, я это чувствую. Пожалуйста, побудьте еще. Хорошо, договорились. Тогда будем на связи и давайте мы возьмем еще пару дней, да, слежки. Да, будем сообщать тогда. Хотя бы 2. Угу. Все, договорились. Договорились. Всего доброго тогда, Спасибо. до свидания. До свидания. Вот это да. Вот это поворот. О, здравствуйте. Очень приятно. Наши общие платежи. Хороший какой-то котик. Так, ой, слушай, небольшая заминочка произошла. Чего?
с фотоаппаратом. Так, шампанское. Не, Ладно, я тогда... не худею. Окей. Короче, заминочка вот в чем. Значит, я собирался к тебе приехать с хорошим фотоаппаратом, который я собирался взять у своего хорошего друга. Так вот, в итоге, по итогу, что? Он фотоаппарат отдал кому-то? А? Любовника, что ли, твоего? Нет. Я, значит, фотоаппарат отдал, и, вернее, он отдал фотоаппарат, а мне пришлось взять мамкин. Нифига себе. Да, ну, в общем-то... Ну, в принципе, можно попробовать. Да, в общем-то... А не легче неплохо. вот на телефоне? Нет, для... Да посмотрим, разберемся. Ну, в принципе, тогда так, может быть, там потом обработать, мало ли что. Да, возьмите. Опа. Смотри, ну, в общем-то... Ну, ручка у меня, конечно, нормальная. Ручка шикарная, да. Вот, ну, в общем, пофоткаем на этот или на телефон, там разберемся, да? Ну, давай. Окей, всё, ладно, так. Немножко разденусь. Ну, мама разделайте. Что, у каждого говори? Так, ну, встань к стеночке. Сейчас попробуем сильно запечатлеть. Так, да, мальчик прогрелся. Ага, вот так. Ага, отлично. О, неплохо, смотри. Сейчас. Ты мне голову обрезал? Это случайно, сейчас. Ну, это первый кадр, просто посмотреть на самом деле. Опа. Так. Ага. Опа. Сейчас. Котика сфоткаем. Ну, это уже эротика такая. Ну да, эротика, прям эротик. Эротик, смотри. Какой красивый Он котик. толстый. Какой красивый Какой котик. толстый. Тихо. Такая моделька, он прям. Ну, Такая я только моделька. мамочку пошел. Так, сейчас отлично, встанем. А проверь, что у нас? Алло, Элеонора, добрый день. здравствуйте. У нас не очень хорошие новости. Дело в том, что ваши опасения подтвердились, и Александра изменяет Максиму, вашему сыну. Так, я поняла. Да, Элеонор. Сейчас... Да, мы сейчас вот здесь около, собственно, квартиры вашей, ну, в которой Саша с вашим сыном Да. живет, Ага. Если Хорошо. можете, подъезжайте сюда, все покажем, Конечно. расскажем, ну и будем принимать Да. решение какое-то дальше. Я сейчас подъеду. Угу. Все, мы вас ждем. До встречи. Элеонор, ну я думаю, вы уже поняли, да? Собственно, Да, факт я поняла. измены зафиксирован. Я понимаю, мне интересно с кем. Смотрите, молодого человека зовут Марат. На самом деле мы его уже видели. Они уже встречались, но у них было довольно дружеское общение, не вызвало подозрений. И еще очень важный факт был, ну, нам показалось, что Марат, он вообще, ну, скажем, не по девочкам. Вы понимаете меня, да? Ну, То есть да. его скорее интересует. Оказалось, не своего так, пола. да? Да, оказалось, Оказалось, Саша его интересует. Да, у нас есть видео. А он Если- Сашу тоже интересует, да? Ну, Получается. там взаимно, да. Это не изнасилование, конечно же. Как я и думала.
Есть видео, можем посмотреть, либо можем не Конечно, смотреть. конечно, посмотрим. Мне нужны доказательства для сына, что я была права. Хорошо, тогда я включаю. Да. Ну, все понятно, да? Остановлю. Мерзость какая. Да, собственно, все происходит. Прямо сейчас, да? Он у нее. Ну, уже произошло, но они еще там. Ключи у меня есть, ребята. Так, вы хотите прямо сейчас? Я подойти, хочу прямо сейчас ворваться поймать прямо ее, да, туда? на горячем. Прямо Хорошо, сейчас. скажите, мы можем с вами тогда пойти? Конечно, обязательно. Пойдемте. Всё, Пойдемте, идём. вот ключи. Идем. Здравствуй, Александра. Что здесь происходит? Ничего не происходит. Это у тебя фотосессия такая, да? Да. Что вы говорите? А поцелуи тоже входят в фотосессию? Где ваш фотоаппарат? Фотограф, Я вот фотограф. Фотограф? Да, конечно. Почему же ты Максима не дождалась? Бесстыжая ты, Александра, ты замужем. Я знаю, ничего такого не было. Какого ничего? Я вижу, вы на постели, в моей квартире. Что на постели мы фотографировались? Какой квартире? Да, Вы конечно. поцеловались, Давайте бесстыжая. успокоимся. Вас давайте камера успокоимся. снимает. Видите, камера Видите, не снимает. надо нас снимать, снимать, уберите да. камеру. Быстро собрала свои шмотки и вон отсюда, поняла? Давай, успокойся уже. Давай, ключи быстро сюда давай, давай. И ты тоже пошел, а то тоже под раздачу попадешь. Нам приклади ключи. Давай быстро. Ах ты ж сучка такая. О, дамочка, дамочка. Подними ключи, быстро. Успокойтесь, Шлюха, дамочка. давай по-человечески. Не снимай. Пошла вон отсюда, и ты отсюда уходи. Тварь, проститутка. Боже, вот это все. Мерзко, вот это вот все, грязь. Бедный Максим. Ну, видите, ваши опасения подтвердились, да? Конечно, подтвердились. Я так и знала, понимаете? У меня даже какое-то сейчас состояние, я не могу даже говорить. Вот я знала, понимаете, вот эта девка, которая она просто с корыстных целей замуж вышла за моего сына. И вот это приводит сюда, бордель устраивает вот эту. В моей квартире, понимаете? Вот это вот все, это надо сжечь, понимаете? Это надо не стирать уже, а сжечь, потому что мне неприятно будет, что мой сын будет здесь дальше жить. Боже, я представляю, как же ему будет больно. Вы собираетесь поставить его в известность, да? Обязательно, обязательно в известность. Потому что у меня не было просто доказательств, понимаете? Не было доказательств, теперь они у меня будут. Я покажу им то видео, которое вы сняли, что она тут вытворяла. Подождите, но он сейчас в изоляции, это сложно, если он сейчас узнает это. Ничего. Представляете для него, какой удар будет? Знаете, может он там легче это перенесет как раз. Отправлю через интернет, сейчас возможности интернета не ограничены. Отправлю, пусть успокоится и приедет сюда уже нормальным человеком. Чем быстрее он об этом узнает, тем лучше. Смотрите, вам нужно успокоиться совершенно точно. Сейчас вы в стрессе и на эмоциях. Я У нее же успокоюсь. здесь вещи. А, вещи? Вам нужно просто... Я сейчас своего возьму сына тоже эти посмотреть. вещи. Нет, я возьму эти вещи вот так вот. Все, возьму, что ее тут осталось, выберу, выкину в окно. Все. Давайте, может быть, пойдемте на кухню, присядем там. Да присядем, отдохнем, конечно. Ну я в шоке. Александра не пыталась наладить отношения с Максимом. Молодые люди встретились только один раз – на разводе. Может ли личная неприязнь даже при отсутствии очевидных улик служить поводом подозревать измену? Конечно, нет. Человеку свойственно ошибаться в оценках других людей, особенно когда ты мать и речь идет о счастье твоего сына. В этой истории опасения подтвердились, но это не уравнивает всех людей модельной профессии, а является лишь частным случаем, как и все в нашей жизни. Увидимся.